Всем добрый вечер. Я вас приветствую в школе Шалпан. Это психосома школа. Вот. И у нас сегодня тема такая очень интересная — иерархия. Может быть, кто-то уже сталкивался с этим, кто-то слышит первый раз такое слово. Достаточно важное значение несет это слово. Вот. Я буду разговаривать таким более доступным языком, чтобы было понятно любой аудитории, которая присоединится. Вот. Что такое иерархия? Иерархия — это сила рода, это наше родовое дерево, можно сказать другими словами. Это наша семья. Ну, можно рассматривать иерархию выше, как я сказала, родовое дерево, да? Вот. Но сегодня я предлагаю рассмотреть в таком аспекте семья. Что такое семья? Во главе семьи всегда стоит отец, либо это муж, допустим. Муж располагается. Если мы берем, вот я как бы попросила взять листик, вот я вам буду давать такие маленькие задания и ручку вооружиться. Вот, я вас попрошу, пока я буду вам рассказывать, а вы спроецируйте на листке, что для вас семья. И вот, допустим, просто можете кружочками нарисовать, можете маленькими человечками, как вам удобно. Просто изобразите на своем листке, нарисуйте главу семейства, мужа, потом нарисуйте себя, потом нарисуйте детей. Можете нарисовать также своих родителей. И как бы через некоторое время я просто попрошу вас на экране, можете показать мне ваши листики. Вот. Единственное, если вы будете рисовать, вы просто подпишите там папа, мама, я, дети, бабушка, дедушка, чтобы было более интересно и более понятно для расшифровки. Вот. За основу, как я сказала, в иерархии первостепенное место занимает муж, потом идет жена, потом идут дети по старшинству их рождения. Но в этой цепочке есть еще дети, которые не родились. То есть, ну, таким, как бы, мне не нравится это слово, но оно существует, это слово, абортированные дети. Либо дети, которые не появились на свет по каким-то причинам физиологическим, там, допустим. Это мог быть там не только аборт, это мог быть сорванная беременность, прерванная беременность, там, выкидыш. Ну, то есть ребенок уже был зачат, но он не родился. И этот ребенок занимает место в иерархии. То есть его исключать нельзя. Есть такое понятие «исключенный из рода». Это касается людей, не которые не родились, а которые есть в вашей родовой системе, есть в вашем родовом дереве, но по каким-то причинам вы с ними обрываете связь и не общаетесь. То есть вы исключаете человека из своего дерева. Вот. Этого делать тоже категорически нельзя, потому что в роду все имеют право место быть. И вы не имеете права никого исключать. Это как табу. Нельзя исключать человека из своего рода. Потому что если вы это сделаете, его место займет младший, самый в роду, и он будет нести как бы проекцию этого человека, которого вы исключили. Поэтому из рода никого не исключаем. Все остаются на своих местах. Единственное, в каком порядке, в каком месте они присутствуют в вашем родовом дереве, это уже будет показывать вашу картину жизни, скажем так. Вот. Главное в законах иерархии не нарушать иерархию, но чтобы ее не нарушать, нужно знать, что это такое. То есть отец у нас расположен, или это муж, он стоит первым, правее от него располагается жена, правее от жены располагаются дети, которые рождены в порядке очередности. Родители, допустим, если у вас есть уже, как бы вы уже сами родитель, у вас есть свои родители, они располагаются либо правее вас, либо за вами. Как бы получается вот такая, как ступенька получается, выстраивается родовая ступенька. Вот. Почему так? Потому что есть такое понятие, что иерархия — это как водопад, то есть вы получаете энергию от своего рода, а энергия течет у нас сверху вниз. Энергия идет от родителей к детям. Если дети могут принимать эту энергию, они могут просить у родителей и как бы получают с легкостью, просят, обращаются и принимают то, что им дают, то энергия течет спокойно, свободно и легко. Нету нигде сбоев, нету нигде перебоев и никаких пережатых моментов. Вы наполняетесь энергией своего рода,
если вы принимаете с благодарностью то, что вам дают ваши родители, ваши предки. Это визуально можно представить как водопад, который течет сверху вниз, он течет каскадами, и точно так же идет ваша родовая система. Если же вы становитесь в позицию, допустим, что родители старенькие, родители слабенькие, и я буду им помогать, то есть вы возвышаетесь над родителями, тем самым вы перекрываете родовую энергию, вы перестаете наполняться. Вы не получаете энергию от родителей, вы свою энергию отдаете им. И в этот момент получается, что вы становитесь для них родителями и меняетесь местами. То есть это сбой в системе иерархии, это сбой в ваших финансовых моментах, это сбой будет в вашей работе сказываться. Родители всегда остаются родителями, дети всегда остаются детьми. Сколько бы лет вам не было, хоть вам 50, хоть вам 70, если ваши родители живы, вы относитесь к ним и смотрите не на них снизу вверх. Если вы начинаете смотреть сверху вниз, вы нарушаете законы иерархии, и что влечет за собой последствия. Вот. Причем эти последствия могут выражаться и в плане здоровья, они могут выражаться в семейной жизни, они будут отражаться и на ваших финансах, на вашей карьере. То, в принципе, они отражаются на всей жизни. В любых ее аспектах будет пробоины, потому что вы не получаете энергию. Даже если вы такие всесильные, как бы вам кажется, но у вас нету столько энергии, вы должны восполняться этой энергией, а вы не можете восполняться, вы просто только растрачиваете и опустошаетесь. Получается, тем самым вы обесцениваете себя, обесцениваете своих родителей, и это приводит к таким катастрофам, которые сказываются на всей сфере жизни. Вот. Чтобы этого избежать, каждый человек должен в иерархии занимать свое место. У каждого есть ячейка, есть ступенька, на которой находится этот человек. Вот. Что еще я вам хотела так вот. Есть такое правило, если его принять, что любовь к родителям должна быть безусловной, то у вас будет все шикарно. У вас будет в плане, если безусловная любовь к матери, у вас будут шикарные отношения со своим противоположным полом, то ли это муж, то ли это как бы ваша половина, и у вас будет идеальные отношения в этом плане. Если у вас идеальные отношения с папой, то есть это безусловная любовь, безусловное принятие, то у вас будут идеальные отношения с социумом, с работой и с деньгами. Почему? Потому что левая сторона у нас отвечает по материнской линии и по проблемам и запросам с детьми, а правая сторона, если вы правша, да, а если правая сторона – это социум и работа. Вот, поэтому, чтобы у вас было все идеально, придерживайтесь правильного расположения иерархии. Если вы нарисовали свою семью, я бы была рада видеть ваши листики, и я бы могла проконсультировать, что у вас с иерархией. Есть такой аспект еще очень интересный. Допустим, вы когда, если, на рисунке, может быть, этого не будет видно, но вы же себе представляете вашу семью, как у вас расположены и куда смотрят ваши, скажем, рисуночки. Они смотрят друг на друга, они смотрят спиной, они боком, полубоком. Как бы было бы тоже интересно услышать. Вот. Кто мне хочет показать рисунок? Оксана, нарисовали вы свою иерархию? Нужно микрофончик включить, Шалпан, ей. Не слышно вас, Оксан. А внуков рисовать? Внуков? Но если вы своей ступеньки, конечно, рисуйте. Если они для вас Сейчас. и ваша иерархия, можете нарисовать. Сейчас. Очень часто у нас получается, как бы бывают такие случаи, что дети относятся с излишней опекой к своим родителям. Я не рекомендую этого делать, потому что родители, они всегда должны давать. А когда мы начинаем давать родителям, мы их, как бы, можно сказать, вот так вот, принижаем, уменьшаем и делаем беспомощными. Пока родители осознаны, пока они в сознании,
пока они в движении, у них есть право быть родителями. Да даже когда они заболели, они же тоже остаются родителями. Они же не совсем такие, как овощи становятся. А вот если вы о них чрезмерно заботитесь, они превратятся в овощи. Вы их будете опекать, и они быстренько состарятся и заболеют. А мы же не хотим, чтобы они заболели. Поэтому дайте родителям быть родителями, детям быть детьми. А у внуков есть свои родители. И они должны быть вам внуками, а не детьми. То есть вот этого замещения нельзя делать. Как бы внук остается на месте внука. У внука есть папа, мама, которые для вас дети. А если вы пытаетесь чрезмерно дать любовь этим внукам, вы становитесь на место их родителя. И опять-таки они не получат от вас энергию, потому что вы исключили родителя из этой ступеньки. Есть вот такие интересные. Я просто очень часто наблюдаю, как вот гиперлюбовь бабушек отрывается на внуках, особенно на внук. Очень часто это так заметно. И внучка вот ставит как бы на первое место бабушку, а не маму. То есть маму они сдвигают, и она вот прям вот такая... Либо бабушка за счет внучки хочет омолодиться в этот момент, получается. Я так фигурки себе тоже взяла. Вот. И вот эта чрезмерная любовь, она ведет тоже к коллапсам в отношениях. И как бы происходит деструкция в этой системе, и все. Вот. Оксана, давайте посмотрим ваш листик. Сейчас. Вы можете просто обозначить внук один, внучка, как бы достаточно. Ну, я так нарисовал, что вот этот, смотри. Мама, так, папа, и я. Вот, все. Так, наверху у вас, я так понимаю, это мама, папа. Ваши мама и папа. Папа и мама. Папа и мама. Внизу, получается, вы. А потом я, 2 дочки у меня и внук с внучкой. А вот эти дочки, они же по очереди рождены, правильно? По старшинству стоят? Да. Вот, по старшинству. Ну, значит, тогда вот так получается. Мы же, смотрите, мы Да. вот, допустим, муж, вот мама, и потом уже по мере рождения, когда кто родился. Когда родилась старшая дочка, она идет за мамой. Они могут стоять перед мамой, да. Они могут стоять перед вами. Вот. И ну, потом... вот так вот, короче. Короче, внуки от старшей у меня идут, вот так. То есть старший идет, от нее внуки, и младший, у нее пока нет никого, вот так. Ну, в принципе, так тоже возможно, потому что они стоят от вас по правую руку. Ну, как по правую сторону они, получается, от вас. Вот, в принципе, как бы вполне так хорошая такая ступенечка получается. Вот главное, чтобы они стояли перед своей мамой, а не перед бабушкой. Ну да, бабушка-то рядом. Перед мамой они стоят, да? Все верно. Бабушка сбоку стоит. Вот. Нет, дети, ну, как бы слева это зеркально получается шалпан. А если вот как бы перед собой, получается, ты имеешь в виду, они стоят... Неправильно, в смысле? Нет, шалпан, знаете, вот получается как бы лучше вот детей спустить перед собой, а внуки стоят перед ними. Для вас так проще будет понять, чтобы не было вот зеркального как бы отражения экрана. Вот. Получается, как бы, смотрите, Оксан, мы детей, мы же, вот вы представляете, каскадный водопад. Вот. Ну вот, допустим, падает вот это вот водопад там, да? Сзади, вот просто не было путаниц, там слева-справа, вы стоите справа от мужа, а дети стоят как бы ниже. Ибрагим, смотри, если они будут стоять на одном уровне со своими родителями, не будет уже каскадной ступени водопада и не будет передачи энергии. Поэтому набрать вот как бы за основу возьмите как ступеньку. Вот. А если у меня, допустим, муж, он, ну, к моим детям не относится, ну, то есть у меня там он им не родной отец. Это у вас все равно есть ваш муж. Разница, родили вы от него детей Все равно, или нет? да? Все равно, то есть он идет как, ну, он же в род-то не идет, он в родовой-то не идет он.
муж. Это ваша энергия. Вы энергию, смотрите, мы берем как бы энергию от мужа тоже вы получаете, и вы получаете от него, так на языке вертится, как бы образ жизни, правила жизни, как бы институт жизни от мужа. Вы через него обучаетесь этому институту жизни. Поэтому муж у вас тоже должен быть. Но Тоже если должен быть. есть вдова, то да. Если он в жизни присутствует, вы должны были его нарисовать, а вы его чуть не нарисовали. Потому что старший у меня младший умер. Ну, в смысле, папы нет. Муж умер один. Ну, понятно, хоть там у вас будет 2 мужа, хоть 1 муж, он должен быть все равно Ну, как он. все равно, да? Да. Вот, То есть, смотрите, знаете, вы вот тем самым, что вы его не рисуете, вы его, получается, убираете из своего, как бы, из своего дерева, получается. понятно. То есть он все равно нужен, да? Да, вот. Так что вот так вот. А теперь вот смотрите, как бы вспомните, вот, допустим, свои фотографии. Как вы на фотографиях сидите? Или как вы сидите дома за столом? Получается, вот я стала обращать внимание, как мы сидим за столом. И вот, допустим, если мы куда-то, не то, что куда-то идем, а вот да, чаще как мы фотографируемся. Вот помните, раньше были такие семейные фотографии? Ну Нет, да. да, вот как бы, ну вот приходили в ателье, вся семейка, родственники, и все садились, правильно? Вот у вас есть, наверное, такие же фотографии? Обратите внимание, как вы там сидите, с какой стороны вы сидите, где стоят ваши дети. Как бы это же не все просто так. Ну, Если я вот помню кто маленького вот. правил, вот, а вот, допустим, как бы, когда вы дома сами садитесь, фотографируетесь, обратите на это, как вы сидите. Дети стоят за спиной, дети впереди вас сидят, дети справа, слева, вы от мужа слева или справа. Вот. Тоже это как бы имеет значение, но, например, в психосоматике нету такого как бы. В квантовом поле это имеет сильное значение, а в психосоматике это чуть-чуть более как бы лояльно идет. Единственное, что требуется, что вот родители наверху, дети внизу. Вот это обязательно. А вот, допустим, я пыталась как бы внедрить это у себя дома. Вот, допустим, мы привыкли спать, что я спала, допустим, с другой стороны, мне было комфортно спать справа, а муж у меня спал слева. Причем всю жизнь он со мной спорил, он говорил, что должен спать наоборот. Когда я ему сказала, нам надо поменяться местами, говорю, ты ложись, теперь будешь спать справа, а я буду спать слевее от тебя, да, он воспротивился. Он сказал, нет, мне так неудобно. Я говорю, ты же все время просил, чтобы ты спал с этой стороны, а я с той стороны. Вот ему это почему-то идея вообще не понравилась. Мне было так смешно, когда как бы, ну вот я решила, как правильно, а он почему-то нет, вот так вот я хочу, я так привык. Я говорю, ты же совсем по-другому хотел, тебе же так не нравилось. Нет, вот сейчас мне нравится. Я говорю, ну нравится, спи так. Пусть спит, как нравится, да? Главное визуально, он у меня стоит справа, правее меня, и все. Катюш, вот скажи еще такой вопрос. Вот, допустим, ну вот родителям, то есть вот у меня зять тоже, вот я слушаю тебя, вот, то есть получается прям вот все, вот как ты говоришь. Ну, он помогает родителям, там все, там, вот он должен как помогать? Ну, чисто физически или материально должен помогать там, да, или как вот он должен помогать? Потому что вот он им помогает и материально, и физически, и вот у него действительно, и что то здоровье прям у него то одно, то другое, то третье, то, значит, у него что то проблемы с работой, там вот постоянно у него какие-то вот какая-то прям вот ерунда у него получается. Вот просто действительно тогда получается вот, по иерархии он, ну, неправильно, значит, ведет Он он себя. правильно, да. А в принципе, смотрите, знаете как, ну, запрос должен быть от него, как бы вы Мгм. не имеете туда вмешиваться. Нет, А, понятно, я просто разобраться хочу, вот что он должен вообще вот. Мгм. интересен. Ну вот смотрите, идет как бы истинно то, что он хочет сделать для своих. Оп. А, Выбилось что то куда-то. Мгм. Сейчас нормально, это я просто экран подвинула, Да. чтобы всех было. Мгм. Я же просто до этого рассматривала ваш рисунок. Смотрите, Ага. вот, допустим,
его родители, он помогает. Когда он для себя ставит вот эту цель, как он им помогает, для чего он им помогает, вот от этого запроса его уже идет его вся вот Мгм. постройка, то, что у него происходит с его ситуацией в его жизни. Если его запрос помочь, потому что он должен, это Да. Мгм. Мгм. нарушение. Вот он А, должен. Так у него еще и родители говорят, мама ему говорит, что ты должен вот помочь, нам должен помогать, так как мы твои родители. Ой, не слышно прям. Сейчас слышно? Вот сейчас слышно. То, что ты сын, ты должен, значит, нам помогать, мы тебя вырастили. И еще сестре ты должен старше помогать, хотя у сестры муж, там все это, и должен еще сестре помогать. Ты же сын, ты же должен Он всем помогать. не должен. У них просто идет Вот программа ты должен понимаешь? У них идет программа Мгм. долженства. Это нужно просто им проработать, и ему это надо проработать. У себя эту программу отменить. Если он эту Мгм. программу отменит, он исправит неправильные ситуации, он облегчит свою жизнь, и он поможет вот тем самым родителям. Просто его Мгм. родители воспитывались так, что им всем должны. Они взяли позицию ребенка, они хотят маленькими, слабенькими быть, и им должны. Они вот так вот лапки кверху подняли и говорят, ты нам должен. У вас, вот есть у нас еще дочка, мы ее родили, но ты ей тоже должен, Мгм. потому что ты наш старший Ха- там х- сын. Нет, не старший, он младший, дочка Еще старшая. Да, ну, да, да. они из него сделали старшего, а они все Мгм. маленькие, и он всем должен. Либо он сам выбрал такую позицию, смотрит на них свысока и говорит, я старший, я больше добился, вы ничего не добились. То есть он обесценивает себя, обесценивает их. И вот выстраивает вот неправильную такую ступеньку, получается. Мгм. И у Ну него вот и по будет, здоровью у него тоже то одно, то другое, то третье. он будет сливать деньги. Мгм. Он будет, Во-во-во-во, у нее прям вот сливаются они. да, причем слив денег происходит из-за должествования и из-за чувства вины. Когда человек чувствует свою вину, такой пример приведу, семья в браке, муж заводит себе любовницу, через какое-то время происходит слив денег. Потому что Мгм. он завел себе любовницу, потому что жена не уделяла внимания, она не наполняла его энергией, а ему нужна энергия. Он ищет эту энергию в другом месте, Мгм. он ее там находит, но у него появляется чувство вины, что он такой плохой, что он такой негодяй, что вот он так поступил подло с женой, и происходит Мгм. слив денег. Всё. Ну, на любовницу не всегда слив идет. Ну, сейчас, наверное, любовницы, которые больше содержат своих мужчин. Такой тоже вариант есть. Ну и Но какой, да, но это очень редко. опять поток, и все. Он Мгм. его просто исключает, Мгм. потому что сущее чувство вины. Все равно это чувство вины, оно где-то оно всплывает, что вот я так некрасиво поступил, там кто-то начинает заниматься самоедством, как бы вот такие моменты. Поэтому, чтобы все было идеально, Мгм. выстраивайте правильные отношения, Мгм. принимайте и такими, какими они есть, и дайте старше. Не делайте замещение. Когда происходит замещение, происходит сбой. А этот Мгм. сбой будет даваться и на физическом плане, и на материальном плане, и на финансовом плане. Мгм. Поэтому, если выстроено все идеально, ну, как бы, вот представляете, есть вот водопад бежит, река течет, вода бьет, а тут кто-то взял, поставил плотину и сказал, вот я выше, плотина будет, и что? Это будет, а вода вниз-то уже не пойдет, она уже никого там не наполнит энергией, эта вода, и все. Мгм. А Ну, то есть вот. плотина возьмет и разрушится потом, или Мгм. превратится не в плотину, а в Ну, в общем, руину. я так понимаю, что, должны старшие, как говорится, давать, а младшие должны брать. Ну, Конечно, вот так по должны иерархии. с благодарностью, не с потребительством, а с С благодарностью. благодарностью брать. Мгм. Вот хотите идеальных отношений, вы можете даже своему зятю сказать, вот если ты хочешь, чтобы все было у тебя в жизни идеально, наладь Мгм. отношения с родителями, просто искренне полюби их. Вот просто вот бывает безответная любовь за то, что Мгм. они его родили, и все. Но это не значит, что они его родили, и он им должен. Нет. Мгм. Нет, они, Они как его говорят, рожают, их для себя. То есть родили. рожают, их для себя. Говорит Ну, моя в дочка, смысле, тебя детей. я говорю, да, никто не просил. Я родила, потому что я хотела.
Все. Так, сейчас минутку. Что-то у меня там кого-то домой не пускают. Амина, кто стучит? Хорошо. Я всех предупредила, там у меня обучение, меня не беспокоит. Ну, правильно. Я не хочу это все. Скажи, я сегодня занятой человек. Нет, у меня сегодня важное дело. Да. Рассказать Всё. иерархии, как она важна. Да. И вот я вот просто смотрю, вот мне вот тоже, вот я где-то слышала тоже, что вот, то есть надо придерживаться вот этой иерархии, то есть старшие вот вообще должны вот, да, вот этим каскадом вот идти, что вот они должны вот больше. То есть он их должен любить, как вот родители, просто вот как, а не то, что вот им там давать, пихать, там что-то там. Мы должны любить родителей. Нет, ну там еще просто и вот Надо употреблять. Мы просто их любим. просто их любим, да, просто их любить, за то, что они вот родители, просто за то, что они есть. Мы же любим, как сказать, вот сравнение такое, мы любим Всевышнего, потому что он Всевышний, а не потому, что он нам что-то дал или что-то забрал. Есть условная любовь. Есть вот такая интересная очень практика. Как бы я не буду как бы расслаблять никого, я просто приведу такой пример безусловной любви. Расскажу ситуацию. Вот, допустим, представьте, у вас есть семья, дети, внуки, муж. Вы живете, и потом вам говорят, вот вам ставят такое условие. Ваши дети, внуки будут жить замечательной жизнью. У них будет все, что они хотят. Вот все, что они пожелают, у них в жизни это будет. Но одно условие. Вам нужно будет расстаться, вы их никогда больше не сможете с ними общаться, вы никогда с ними не будете поддерживать никаких отношений. Вы единственное сможете смотреть, как они шикарно живут, как они себя реализуют, как у них все прекрасно, у них все чудесно, но вы только можете это видеть. Но вы не можете с ними контачить, вы не сможете вмешиваться, вы не сможете общаться. Вы просто сможете это лицезреть. Вы будете в другом месте. Это знаете, как вот взяли такое, как это было там, я не знаю, зеркало, да? Вот в зеркало, вот у них все шикарно, у них все идеально, они живут счастливо, они про вас забудут, они про вас не вспомнят, но они будут жить счастливо и идеально. Вы живете в совсем другом мире, вы живете в совсем другой стране, там, может быть, да? Вы общаетесь, у вас идеальная жизнь, у вас новая семья, у вас новые дети могут появиться, у вас будет шикарная жизнь, и ваше одно условие, что вы просто не общаетесь со своей старой семьей. Не со своими родителями, вы никак не поддержите отношения, но у вас у всех идеально. Ваши папа, мама живут идеально, ваши дети живут идеально, муж живет идеально, у него может быть другая жена, как бы у них все хорошо. Работа, план, карьера, там что может быть. Ну, вот все желания, которые у человека есть, у них все это будет. Одно условие, вы с ними просто не общаетесь. Вы на это смотрите со стороны. Вы живете своей жизнью, у вас карьера, у вас все шикардос, просто замечательно, вот все, что можете пожелать, в вашей жизни будет, но вы не будете с ними. Вы готовы пойти на такую жертву? Для вас это может быть жертва, но можно на это посмотреть, как на безусловную любовь. И мы же как говорим, вот я живу для вас, я все делаю для вас, я для вас, ради вас. Вот, вы готовы вот так, ради них сделать так. Оксана, вопрос к вам, вы готовы? Ну, я бы готова была бы, зная, что у них все будет хорошо, зная, что там у них все будет замечательно. Мне кажется, я была бы готова. А Так, вот увидеть, если со стороны там зеркальце, скажи мне, ну, да, покажи мне, да, да, что там, как. да. Да. Посмотреть там, о, замечательно там. Ну, все, да, я была бы довольна так все это, что у них все. У вас тоже все замечательно, все хорошо. Если человек к этому реально готов, если он это реально принимает, это вот такой пример безусловной любви. Потом чаще всего люди, у них включается такой ступор: а как же я? А вот чувство сожаления, как же это вот я не смогу, а как же они без меня, а вот я ради них. Вот такие моменты, вот эти эмоции, это все вот. Так что вот так вот. Ну, Всем отлично, добрый конечно. вечер. Извиняюсь, конечно, что я перебила. Связи? Как всегда на работе, поэтому приношу извинения. Мне все так Очень классно понравилось, да.
Я это такой все, конечно, Да. прорабатывала, но вот это то, что вы сейчас рассказали, сижу и думаю, блин, да, обидно как-то вроде бы. Где-то Да. внутри все-таки Вот что-то такой там. Да, маленький да, да. сигнальчик, знаете, как что-то покусывает. А вот Да, я же да, да, вроде что-то внутри. вот если вы этого червячка уберете, Ну да, Мгм. да, прорабатывать надо. то И всё. принятие. Мгм. Вот. Нет, у меня вот спокойно, абсолютно Да, а спокойно. Вот я я вот просто, думаю, зная, что-то что вот у как-то... них там все хорошо, что они живы-здоровы, что у них все прекрасно. Нет, я абсолютно спокойна. Вот абсолютно спокойна. Я за Оксану. Если такое вот чувство есть, как бы, если вы можете Мгм. вот так принять, это просто шикарно. Мгм. Это подтверждение безусловной любви, что вы ничем не ущемляете, ничем не гложете, ничем не замещаете, не требуете, не долженствуете. Мгм. Вот проведите Нет, я ничего не требую, маленький, наоборот, хочется маленький им помочь. но миссия родителей помогать. Ну да, вот я тоже так говорю, это самое, Родители что давать, дети должны благодарить. Вот. но Это обязательно. благодарить как? В смысле, благодарить с благодарностью вроде как, да? Они тоже там, да, вот с Да? благодарностью. Мгм. И когда Мгм. они просят, не просить с требованием «ты мне, папа, должен». Вот Мгм. это слово «паразит» просто нужно убрать «должен». Мгм. Нет, нет, Можно нет. У меня просьбой. мгм. Просьба. Обращаются с просьбой и просят. Да, Если да. ребенок может обратиться к отцу с просьбой и поблагодарить, то Мгм. есть нет вот этого блока, его эго позволяет обратиться, это тоже шикарно. Это Мгм. говорит, что вот эта связь не нарушена, что вот этот баланс есть у них в их иерархии, все спокойно, все хорошо и наполняется энергией. То есть ребенок, когда просит, он получает энергию от родителей. Когда он их Мгм. благодарит, он делится энергией с родителями. А когда Мгм. родители дают, они наполняются как бы энергией, потому что мы даем. Мы же радуемся, что Мгм. мы делаем хорошее своим детям. Мы Мгм. радуемся, что мы наполняемся энергией. Получается вот такой, Мгм. как поворот вроде бы, но это все движется. Мгм. Энергия вся эта движется. Да. Понятно. И нету Ну застоев да. ни в деньгах, ни в здоровье, нигде. Все шикарно. Да. Вот это классно, конечно, прям Екатерина, замечательно. благодарю вас, но мне придется уйти. Рада Простите, была вот помочь. никак не получается вот нормально посидеть, вот поработать. Вечно у меня все так. Тему семьи, иерархию не составили Я сейчас не составляла, но я ее прорабатывала. Эту тему я работала до этого. быть? Что? Я говорю, значит, вы же в курсе, как должна быть построена Да, ступенька. да. Я проработала там и мужа, и детей, и нерожденных детей. Шикарно. Благодарю. Очень рад была вас Благодарю. видеть. Мгм. Простите. Мгм. Шалпан, прокомментируешь? Что? Ну, может, ты хочешь что-то дополнить, Вот вопрос можно? конечно. Как иерархия влияет на денежный доход? Ну, вот смотри, получается, когда у нас идет чувство вины Мгм. перед родителями, что мы их не так любим, мы им не так благодарны, то есть не принятие родителей, мы испытываем чувство вины перед родителями, мы блокируем свой... Вообще чувство вины, оно блокирует деньги. Мгм. Чувство вины. Чувство должествования, оно тоже блокирует денежный поток, потому что нету обмена энергией. Там идет как одностороннее. Я должен, я должен. Вот. И получается, должествование, оно тоже порождает чувство вины. Вот. Так что, чтобы этого не было, нужно убрать чувство вины, и все с деньгами будет в порядке. Некоторые родители испытывают Мгм. чувство вины, когда, вот, допустим, рождается ребенок, и они считают, что вот я ребенку что-то не додал. Вот я не такой хороший отец, я не такая хорошая мать. И вот этим чувством вины они блокируют свой финансовый поток, они просто его перекрывают. Мгм. Ну, давай я добавлю, что если правильная иерархия,
то все будет нормально. И финансы, и Ну да. гармонизация отношений. Иногда бывает, что у бизнесменов бывает, они не могут пробить финансовый потолок или у них какие-то проблемы, и выясняется, что у них проблемы с мамой. Ну, то есть иерархией. А, Ну, я бы сказала, наверное, что если не могут пробить финансовый потолок, может быть, там проблемы с папой, потому Может быть, что да. за финансы у нас отвечает папа, а не мама. Мама отвечает за семейный, скажем так, аспект, за родовую Нет, деятельность. почему? Мама тоже отмечает за денежный ресурс. Мгм. Мгм. Да, но считается, как мама отвечает за внутреннюю сферу, а Мгм. папа за внешнюю сферу. Ну, да. И отношения с мамой, это, во-первых, отношения как ребенок воспринимает внешний мир. Мгм. Безопасен он или нет? То есть мама это как бы дает такое фундаментальное чувство безопасности. Мама это все для ребенка. Ну да, это закладывается в детстве фундамент. Да-да. Мгм. А папа это вот карьера, это клиенты, Да. это вот как бы благосостояние в целом. Мгм. Вот. Ну да, получается, как бы то, что вот социум и общение, и движение в социуме, это отвечает папа за это. Мгм, мгм. Проявление себя, реализация, вот это все Ну да, папа. что мы достигли. Мгм. А по поводу финансового потолка, мне кажется, там еще как бы помимо мамы и папы что-то еще его блокирует. Я вот сейчас пытаюсь вспомнить, что там было, что влияет на финансовый потолок. Но это как бы спроецированные запросы, и что вот установка, что вот дальше я не смогу, что вот один раз я достиг вот этой планки, и все. То есть это, Мгм. получается, подсознание записало, что вот этого достаточно, и дальше ты уже не растешь. Ты имеешь в То виду убеждения. Да, да-да-да. Это Вот, и может быть связано с родовыми какими-то вполне, программами. вот. Вот когда, знаете, в роду кто-то раскулачивали, репрессировали, все эти истории, что богатые – это нехорошие люди, а богатство – это плохо, это опасно для жизни и так далее. Ну да, в принципе, если посмотреть, что вот у некоторых же записано, если взять вот как бы саму структуру денег, как они к этому относятся, что для них деньги. Вот для некоторых деньги – это употребление, такая монета, скажем как, оплачивать свои потребности. Для кого-то деньги – это саморазвитие, чтобы развиваться. А для Мгм. кого-то это, я их так называю, которые хранят деньги под матрасом, и все, просто Мгм. накопить ничего. Как бы даже не накопить, а складирование это больше для меня. В кубышечку положить, да? Да-да-да, И при сложить этом не получают никакого удовольствия. да, Мгм. у них Но деньги не они про от это. этого получают. У них вообще никакой финансовый вот этот поток у них не происходит. Они Потока нету, да. Да, это на черный день называется. на Мгм. черный день вообще дурацкая установка притягивания. Мгм. Но это стереотипы людей. Это стереотипы людей, с Да. которыми просто нужно с запросами их работать. Но это, вот, Вот. знаешь, родовая программа записалась, А что вдруг что-то случится, голод там, несчастье какое-то. когда с благодарностью вы этими деньгами делитесь, когда вы их получаете и отдаете, не держа вот так в кулаке, а можете позволить себе вот так вот получить, посмотреть и с радостью пользоваться этими деньгами, насыщаться вот этой энергией денег, даже если вы их тратите, они к вам возвращаются в трехкратном размере. Вот. Если вот на Мгм. деньги смотреть вот так вот. А когда мы смотрим на деньги, что вот мы хотим их приумножить, но мы боимся, мы включаем страх, они тоже не принесут роста. Они Мгм. блокируют этот поток, получается.
потому что у нас М. включается страх, а мало ли что там, обанкротится, разорится, там что-то случится. Как бы это тоже программы, которые мы откуда-то взяли. Они действительно нужно их прорабатывать, потому что они где-то заложены, эти программы. Мгм. Потому что Вот. через род, наверное, идут, да? По Ну да, родовому идут, наверное, там. эту информацию, откуда мы считали эту информацию, откуда-то мы ее получили. Вот. Мгм. Так что вот так вот. Так, Ну, Шалпан. молодец. Ибрагим, вы у нас на связи? Я у нас на связи, да. Вот. Скажите, пожалуйста, что вы считаете по поводу иерархии? Я там видела ваши комментарии. Хотелось бы как бы... Там чуть-чуть, как бы, я тоже эту тему давно прорабатываю, и у меня было личное, как бы, ну, скажем так, претензии к маме и к папе. Я потом осознал уже, да, хотя вроде бы все так идеально. Но я просто что хотел сказать, что есть уровень, допустим, наш, где мы сейчас находимся, есть уровень выше, где наши родители, есть уровень, то есть все это как по этажам идет. Там был нарисован, что дети были как будто бы друг за другом шли, как будто на разных этажах были, как будто один ребенок был на месте внука. Понимаете, о чем я говорю? То есть она ну, была на месте, как будто правнучки была вторая дочка. Вы как бы так говорили, что один ребенок, Мгм. потом второй сторону. Там было, как будто бы, мне показалось, у нее как будто бы они чуть ли были, ну, там вот иерархия была нарушена, Ну потому что понятно, да. Мгм. вторая дочка Да. оказалась на месте, точнее, внучка оказалась на месте правнучки, что ли, как это сказать? Правнучки, ага, да. То есть они даже на Мгм. одном То есть уровне они стоят. рядом должны быть, на одном уровне должны, да, стоять? Да, Мгм. они даже на одном уровне, потому что они как бы из одного поколения, они все равно на одном этаже идут. Мгм. Следующий уровень это уже для правнуков, на самом деле, и там уже другая. Понятно. Мгм. Я про это писал. понятненько. Это, Все, исправили ошибочку. Мгм. Откорректировали лестницу. Да. Написат, очень рада тебя видеть. Ну, слышать точнее, и видеть, что ты зашла на наш эфир. Мы сегодня разбирали такую иерархию, такой маленький анонс сделаю, потому что ты зашла чуть с опозданием. Вот. Мы разбирали иерархию. Что такое иерархия? Это, скажем так, я бы назвала ее так, институт семьи, где каждый находится на своем месте. Первый у нас, получается, идет это муж, за мужем идет жена, она идет правее, получается, от него. Вот смотри, Шалпан, правее это получается, она идет, она стоит правую руку от себя, то есть она за ним слева, она ему по левую руку, но к нему она стоит правой рукой. Вот, получается вот так вот. Просто как-то там такой вопрос тоже был, что она стоит слева. Да, от мужа она слева, но она стоит к нему правым плечом, если правильнее. Вот. И точно так же надо располагать, то есть дети могут стоять впереди, либо они идут своим правым плечом к вам, и точно так же внуки. Вот. Причем дети идут по рождению, по дате рождения, то есть есть дети, которые не родились, но они тоже есть в этой родовой системе, и они тоже должны занимать свое место. И, допустим, бывает так, что первый ребенок не родился, родился второй ребенок, а мы этого второго ребенка ставим на место первого ребенка. Вот эта ячейка, хоть она пустая визуально, но как бы душа, вот там она все равно как бы уже была там эта душа, и она имеет место быть. Это то же самое, как у нас был кто-то из, скажем, родных, и он покинул мир. Он же из нашей иерархии не вышел. Он в родовом дереве у нас есть. То есть он занимает свое место. Вот. Был такой вот интересный случай, что исключают из рода своих каких-то родственников, близких. Ну, вот кто-то стал там неугоден, с кем-то прервалось общение. И из родового дерева тоже просто берут, выкидывают этого человека. Ну, вот исключили, забыли, его нету. То есть как вот отрубили, грубо говоря, ветку, да. Этого тоже делать нельзя. Почему? Потому что вот я, например, сталкивалась с таким, что у человека были какие-то, допустим, привычки, какие-то, ну, вот какая-то вот судьба сложилась у этого человека. И если, допустим, его кто-то исключил из рода, ну, принял такое решение, отвергли, да, отвергнутый он, вот его судьба, то есть карму он же не отработал, его, получается, отвергли из этого рода, он эту жизнь не прожил в этой родовой системе. Его место займет
младший, вот кто его отверг, допустим, какой-то человек его отверг, у этого человека есть младший ребенок, он займет его место в этой родовой системе. То есть он своего младшего ребенка неосознанно посадит в эту ячейку отвергнутого, и он будет дублировать его судьбу. Это очень такое интересное как бы вот явление. Для меня это было вообще так вот. Я про это слышала, а потом я с этим столкнулась в определенный, когда клиентка мне рассказала определенную историю. Сейчас, минутку. Мой Муртуз. Амина, забери его. Нет, там нельзя. Нет, не там. Расскажу такую историю. Короче, у них в роду был человек, который занимался конокрадством. Это было давно-давно. Короче, какой-то их предок занимался конокрадством. Ну, вот как бы у этого народа считалось почетным воровать коней, короче. Почему всплыла эта история? Как бы моя клиентка просто рассказывала, слушай, говорит, вот у нас есть один такой родственник, он из тюрьмы не выходит, его заодно посадили, вот по глупости, просто по глупости он попадает в тюрьму. Через какое-то время он отсидел большой срок, просто по глупости. Взял там чью-то вину на себя, там в воровстве там кого-то обвиняли, там что-то такое было, а он на себя это взял, посадили, да. Потом что-то он вышел, опять он с чем-то столкнулся, его опять сажают. Короче, вот он, чтобы вот не соврать, допустим, человек живет там 50 лет, из этих 50 лет он почти 35 лет сидит, периодически выходя, периодически садясь опять. Вот просто вот как бы... И все так думают, вот что с этим человеком не так? А так хороший человек, добрый человек, такой шикарный вот родственник, да, вроде все хорошо. Ну, вот такая судьба, говорит, у него странная. А я, как бы, я вот слышала про отвергнутых из рода. Помнишь, Алпан, ты скидывала практику принятия рода отвергнутых? Вот я ее, когда прослушала, я для себя приняла такое, как бы, решение. Вот если я кого-то нечаянно выкинула из родового дерева, я их всех вернула на место, они все имеют право там быть. Исключенных, да, правильно, Ибрагим, исключенных. Вот тех, кого исключила я их всех посадила обратно, чтобы никто не дублировал их, чтобы никто их не воспроизводил. И я у этой женщины спрашиваю, я говорю, а вот скажи, пожалуйста, у вас в роду был человек, который сталкивался с таким вот правонарушением, скажем, закона? Я же не знаю, что у них конокрад был-то. Я говорю, который вот как бы в воровстве обвинялся, который вот что-то такое совершал в своей жизни, за что вы могли исключить его из рода. Вот как бы вот, что он такой позорит вас, хотя в давние времена считалось это как достоинство, что конокрад. А она так, знаешь, говорит, а у него то ли вот прадедушка, то ли прапрадедушка, короче, у нас, говорит, в роду, говорит, был такой человек, говорит. Он считался самым крутым конокрадом, самым таким авторитетным конокрадом, но родственники его отвергли. Они просто... то есть не общались с ним и все это, да? Они не только не общались, от того, что вот он вот такие совершал действия, как бы им было это не очень приятно, потому что он мог взять у них, украсть коня. Убить они его не могут, они его просто выслали из своего села, скажем так. Сослали. Они его исключили из своего рода, и они от него отказались как от родственника. Даже когда он там умер, я не помню, что там случилось, но факт то, что они не принимали никакого участия в его похоронении. И вот как бы, ну, они запретили его привозить на землю, где он родился, и там хоронить. Вот что они сделали. Вот где-то на чужбине его там где-то похоронили. Вот такая история произошла. Я ей посоветовала, я говорю, ну, знаешь как, я говорю, может быть, твоим родственникам скажут, что ты с ума сошла, но тебе нужно вот, получается, у этого человека, который сидит, есть родители. Если они живы, вот им нужно объяснить, что вот этого человека, ну, кто его исключил, получается, вот этот, допустим, как бы человек, который осужденный, у него, он в семье, и он в семье младший был, Шалпан, ты представляешь? Вот который сидит, который вот с этим всем столкнулся человек, я говорю, он самый младший в семье? Она такая, да, при чем тут это? Я говорю, ну вот кто его исключил, этого человека, конокрада, он, получается, как бы вот своими вот этими действиями, он заместил его. И вот эта судьба, вот это все, как бы карма, она отрабатывается на этом человеке. То есть этот человек отрабатывает его карму, да? Все Да, это. да, и все. Если они вернут того человека
проведут либо эту практику, либо они сами вот осознают, что они неправильно сделали, они не имели права его исключать. Если мы осознаем проблему, если мы принимаем ее, как вот приняли эту проблему и осознали, если Мгм. мы решаем этот запрос, и все, эта проблема уже не проблема, уже нет этого запроса. Если они это Мгм. сделают, они с этого человека снимут вот тот ярлык, который на нем висит. И Мгм. вот то, что как клеймо поставили, они просто с него снимут таким образом. А она мне говорит: ой, а как, говорит, я этим старикам вот это все объясню? Я говорю, ну, вот Мгм. ваши старейшины, которые его как бы отвергли того, исключили, они должны это все как-то проработать, принять, осознать. Они должны осознать, просто осознать. Там не надо ходить, там выкапывать, с чужбины привозить. Но если они это сделают, это будет шикарно, я считаю, что они его похоронят в своем родном селе. А не Мгм. так, как вот, как изгоя его изгнали, и все. Мгм. Так что вот такой интересный случай был у меня. Вот. Мои близкие, которые, ну, знают, что вот я занимаюсь психосоматикой. Да, Ибрагим, достаточно его признать. Если они его признают как их человека рода, то этого достаточно. Вот. Мгм. Не обязательно там его перезахоронять или что-то такое Ну да, совершать. привозите. Да. Вот. Ну, вот смотри, получается, с кем я разговаривала, она ему, этому человеку, который сидит, она ему как бы пятое колесо телеги по роду. Ну вот я ей тоже сказала, если, говорю, ты даже для тебя это дойдет, вот это осознание, что вы неправильно сделали, его исключили, это тоже будет на чаше весов его как плюс. Мгм. Хорошо бы это еще объяснить старшему поколению, которое живо, и которое это все Мгм. равно... Насколько я знаю, не нужно объяснять старшему поколению. Если она его признает, род даст ему место в роду у себя, она уже сделает, ну, как будто бы для всего рода. То есть Да, вот представитель рода, если дает место в я- роду исключенному, по-моему, уже там иерархия меняется. Там объяснять всем Ибрагим, доказывать, по-моему, не нужно, насколько тоже я знаю. объяснил. У него, я так понимаю, живы родители у этого осужденного. Я говорю, ты вот им хотя Она бы может это... этот вопрос сама проработать, она может дать место этому, и после нее Ну, это все изменится. ну, было бы шикарно, если... Да. Как бы я ей дала вот эти ключи к этому. Мгм. Инструмент я ей показала, я ей объяснила.